Почему случается так, что люди берут из приюта животных, которые им не нужны? Ответить на этот вопрос сложно, и как бы ни пытались волонтеры приюта «Доброе сердце» сделать это после случившегося с их подопечной, ничего не получалось. Но обо всем по порядку. Вот такой кроха по кличке Кнопка попала в приют. Родилась она на улице от бездомной собаки и была самой маленькой из всего помета. Девочке было всего 2,5 месяца, когда ее заметили и забрали в дом. Спустя 3 месяца Кнопка вернулась в приют уже подросшей. Хозяевам она стала не нужна, и волонтерам ничего не оставалось, как принять бедняжку обратно. Несмотря на случившееся, Кнопка не растеряла своего позитивного и задорного нрава. Красотка обожала рыть норки в снегу, прыгать, выполнять команды и выпрашивать вкусняшки. Ей не было еще и полугода, но было ясно, что растет собака очень умной. Вместе с волонтерами она посещала различные выставки, и очень скоро ей вновь повезло, Кнопка уехала жить в многодетную семью, где, как казалось, ей были очень рады. Сотрудники приюта регулярно звонили и интересовались, как обстоят дела у домашней Кнопочки. Хозяева живо описывали довольную и радостную жизнь собаки, пока через несколько дней волонтеры случайно не узнали о том, что их бывшая подопечная очутилась в муниципальном приюте. Удивленные, они вновь позвонили горе-хозяевам. Те честным голосом вещали, что с Кнопкой все прекрасно, а она, тем временем, уже вернулась в доброе сердце. В конечном итоге люди не смогли объяснить, что произошло. Видимо, судьба была очень благосклонна к Кнопке, потому как своих уже постоянных хозяев она нашла совсем скоро. Девочка отправилась жить в семью Ирины. Вот прошло почти 3 месяца, как Кнопка попала к нам, рассказывает хозяйка. Только теперь ее зовут Фокси, и она невероятно умная и забавная собачка. Команды учим успешно, ко мне выполняет исправно. Хотя иногда вредничает. Была проблема, она очень сильно боялась моего отца, могла залаять на него. Видимо, последствия после прошлой семьи. Однако теперь все наладилось, даже на дачу с ним съездила несколько раз. Боялась больших собак, но мы влились в нашу местную группу собачников и теперь почти каждый день гуляем в компании. Собачка – чудо, ни разу не жалею, что решилась и взяла ее. Теперь домой возвращаться в радость, ведь знаю, что на пороге обязательно встретит мой пушистый комочек несдерживаемого счастья. Вот так радостно закончились скитания очаровательной Кнопки, которая обрела свое заслуженное счастье. Так пусть и другим собакам повезет так же, как и ей.